Я смотрю в тюремный двор и вижу, ведут под конвоем зэка в черной тюремной одежде. Он идет медленно, тяжелыми шагами, приближается постепенно. Вижу, голова совсем седая, и на солнце видно, что лысый почти. Мужчина вроде, острижен очень коротко. Наверное, к другим, тем, что рядом на свидание ведут. Продолжая вглядываться, человек приближается, все ближе, ближе. И тут я замечаю, ой, что это у него нос такой длинный, как у иностранца. Откуда же тут быть иностранцу? И вдруг мне как в голову ударило. Ой, это же моя мама. Все эти движения души я помню очень четко, как будто в кино. Кадр за кадром. Я, правда, ее сразу не узнала. Не была готова. Мы ведь 8 лет не виделись. Она очень изменилась. Он родился здесь, в этом доме. Здесь его отец держал частную конфуцианскую школу. Ли Лисань сначала тоже учился конфуцианскими традициями, а потом перешел в школу нового типа. Больше года он провел в этой школе на родине, в Лилине, а потом переехал в столицу провинции Чанша. Там он познакомился с Мао Цзэдуном. Мао написал объявление, что ищет друзей, и Ли Лисань пришел к нему навстречу. В то время Ли Лисань мечтал изменить мир, преобразить Китай. Он написал в стихотворении: «Бросаю кисть, иду служить оружием». И ушел в Народно-революционную армию. Стал простым солдатом. Так начался его революционный путь. Знакомые и родные помогли собрать денег, и юноша отправился во Францию, где работал на заводе и учился. Он стал профессиональным революционером и, вернувшись на родину, поехал поднимать рабочее движение в шахтерском городке Аньюане. Победа аньюаньской забастовки вызвала горячий отклик по всей стране. Имя рабочего лидера Ли Лисань летело повсюду, овеянное славой. Оно звучало на фоне знаменательных событий революции. Шанхайское движение 30 мая, взятие английской концессии в Ханькоу. После поражения революции Ли Лисань вместе с Чжоу Энлаем поднимает вооруженное восстание в Наньчане и в 28 году становится одним из вождей партии. Он молод, успехи кружат ему голову, ему не терпится, чтобы революция кипела во всем Китае. Эти левацкие ошибки молодости получают название «Лилисаневская линия» и не раз аукнутся ему в дальнейшем.
Упрямый, отчаянный характер Лилисаня приводит в раздражение Коминтерн. В конце 30-го года по распоряжению Коминтерна Лилисаня снимают с должности и вызывают в Москву. Выходя из поезда на перрон Ярославского вокзала, он наверняка не подозревал, что впереди его ждут целых 15 лет жизни на чужбине и преданная любовь русской девушки. Китай. Название этой сказочной страны вошло в мое детское сознание, когда я только научилась читать и взяла в руки чудесную книжку Андерсена «Соловей». Там было много картинок, дома с причудливо изогнутыми крышами, люди в длиннополых одеяниях и еще такие слова. Ты верно знаешь, что в Китае все жители китайцы и сам император китаец? «Нет, ничего не знаю», — подумала я. «Где же она находится, эта чудесная страна? А может, она вообще существует только в сказке?» Конечно, детство – это не очень многое запоминается с детства. Но у меня первое, что у меня отложилось в памяти – это сад, огромный фруктовый сад, в котором я, начиная с колыбели, лежала целыми днями. А жили мы в Саратовской губернии, в поместье моего отца. Поместье было небольшое, но очень благоустроенное, и был великолепный сад, который... Но чем дальше к концу своей жизни, тем яснее он вырисовывается в моей памяти. 1917 год. Потряс всю Россию. Пламя революционного пожара, вспыхнувшего в Петрограде, охватило страну. Братоубийственная гражданская война нарушила естественный ход жизни, принесла людям беды и гибель. Это уже в 19-м году. Я, конечно, ничего не понимала. Мне было сколько? 5 лет, да. Только я помню, мама мне взяла и пошла. На телеге простой сидел отец, и его куда-то увезли. Потом, уже позже, я узнала, что по дороге его арестовали, и он по дороге в районный центр Турки принял цианистый калий и моментально скончал. Он отравился. Его сестра, между прочим, тоже потом, после него, покончила таким же способом, приняла цианистый калий. Ну, люди, прожившие всю жизнь в определенных условиях, когда началась такая коренная ломка, конечно, их сознание не могло смириться с тем, что происходит, не могло понять, и они сочли нужным уйти из жизни. Это был лучший для них выход. С гибелью отца разрушилось родовое дворянское гнездо. Лиза с матерью остались в студенке одни. Имение было реквизировано. Мать подрабатывала пошивом одежды, занималась крестьянским трудом. Но жить становилось все труднее. В 1921 году в Поволжье разразился голод. В 2020 году начался голод. Это ведь Поволжье, где мы жили. И тот, кто знает немножко историю, знает, что был страшнейший голод. Люди вымирали деревнями. Вот что я помню, это поля. Туда организовали крестный ход.
то есть священник, выносили иконы и выходили на это поле всей деревни просить Господа Бога послать им дождь. А земля, вот я хорошо помню, были вот такие трещины. То есть дождя не было. А это засушливый край вообще. И люди умирали. Поэтому и мама сказала, все, мы здесь умрем. Она связала своей двоюродной сестрой, и мы уехали в Москву. Молодая Советская Республика залечивала раны. Ситуация постепенно стабилизировалась. В Москве Лиза пошла в школу, стала пионеркой. Активно включилась в новую жизнь. В 28 году, по окончании школы семилетки, Лиза поступает в Книгоуч, а в 31-м добровольно уезжает на работу на Дальний Восток. Там она впервые сталкивается с молодыми китайцами. И там же ей западает в память звучное имя – Лили Сань. Первый раз я встретилась у Васильева, у Янсона дома с его женой. Ну, он мне сказал, вот это вот Лимин. Он тоже работал в комитете. Он сидел, как в рот воды набрав, ни слова не договорил. Я его записала в молчальники. То есть человек, который никогда не открывает рта. А я была живой человек, веселый, общительный. И для меня люди такие в себе не представляли никакого интереса. Потом как-то мы в компании встречались, вот Сальдо, ее муж Коля Васильев, другие еще. Вместе ездили за город гулять. Вот так в таких компаниях общались. А потом он начал серьезно меня атаковать. Зрелый, мужественный мужчина, окруженный ореолом революционной романтики. Перед ним трудно было устоять. И хотя она знала, что он не раз был женат, что у него остались дети на родине, это ее не смущало. Беспокоило другое. Она понимала, что он не принадлежит себе и может уехать безвозвратно по первому же приказу партии. Семья в его сердце всегда уступала место революции. Но после недолгих колебаний Лиза решила, она выйдет за него замуж. Было, так сказать, две свадьбы, обе скромные. Одна в люксе, там были только китайцы. Да? Там была эта Ян Шихуа, это мать Туи, кстати, была на моей свадьбе. Она была молодой, 14, ну, ей еще 14 лет не было. Свадьба была простая. И комнатка небольшая, обычная комната. При входе что-то вроде гостиной, в глубине занавеска, кусок материи, отгораживающий спальное место. На свадьбу, на свадебный обед пришло, наверное, в общей сложности человек 10. Совсем немного. Все китайцы. Вот так Лиза, собрав в узелок вещички, перебралась в гостиницу «Люкс», общежитие сотрудников Коминтерна. Жизнь потекла спокойно и размеренно. Лили Сань работал в издательстве «Иностранный рабочий» при Коминтерне, а Лиза поступила на французский факультет Московского института иностранных языков. Но счастье молодоженов было недолгим. Вокруг них таинственным образом стали исчезать люди. Вдруг
Мы проснулись от какого-то шума в коридоре. Услышали бряцание винтовки или тяжелые поступь солдатских сапог, стук в дверь. Я поднимаюсь, открываю. Гражданин Лимин тут живет? Тут. Зовите его сюда. Лимин встает. Ну все, арест. Гражданин Лимин, вы арестован. Ну что скажешь? Ничего сказать. Ли Лисань был арестован как троцкист и японский шпион. После его ареста Лизу выгнали из люкса. Ее много раз вызывали в комсомольскую организацию института, требовали размежеваться с мужем, отказаться от него. Но Лиза отвергла все эти предложения. Она верила в честность и порядочность Ли Лисаня. На общем собрании в актовом зале института ее исключили из комсомола. Я ходила, не опустив голову, а так. Я знаю, у нас ничего нет. Ну что? Как-то одна соседка в сердцах сказала: в твоем положении люди ходят, не поднимая глаз от земли, а ты еще гордо ходишь. А я сказала: а я ничего, знаю, что за моим мужем нет никакой вины. Чем больше становилось давление, тем сильнее крепло решение помочь мужу в беде. 6 долгих месяцев продолжалось схождение по мукам. Лиза обошла все тюрьмы Москвы в поисках любимого человека. Я стояла в длинной очередь, дала паспорт. Он посмотрел, и вдруг слышу: есть такой. Есть? Я обрадовалась. Спросила: а что можно ему передать? Каждый месяц, посмотрите, в определенный день на определенную букву прием можете передавать 50 рублей. И все. Больше ничего. Но для меня это уже было счастье. Я как на крыльях летела домой и пришла радостная. Мама нашла. Лиза теперь снова жила у матери в Первом Басманном переулке. Старательно сдавала все экзамены, чтобы не лишиться стипендии. Ведь из этой скромной суммы она каждый месяц выкраивала деньги, чтобы передать мужу в тюрьму. Она шла с передачей как на свидание, хотя знала, что ей не дадут с ним увидеться. Он говорит, что обычно приходили в камеру и выкликают тех, кому положено получить деньги. Ну, уже прошло много времени, все. И вдруг он слышит, как будто его фамилия. Он спросил, он сказал: да, есть такой, вам 50 рублей. Он говорит: тут я, не стесняясь, заплакал. Я прямо залился слезами от радости. Хотя это общая камера, там несколько десятков человек набиты в этой камере. Но он говорит: я плакал от радости, не стесняясь.
канун октябрьских праздников 1939 года на Красной площади, как всегда, готовились к военному параду. Стройные ряды красноармейцев должны были маршем пройти по площади, приветствуя великого вождя. В этот вечер Лиза по обыкновению сидела дома. Праздничного настроения не было. На улице постепенно стемнело, и тут неизбывная тоска навалилась на сердце. В этот день, конечно, у меня никакого праздничного настроения не было. И была на сердце такая тяжесть. Я легла на кровать, и у меня такая тоска охватила. И вдруг резкий звонок в дверную дверь. Меня как током проняло. Емина вернулась. Вот видишь, интуиция. Я вскочила, побежала к двери. Открывать, да. Он стоит, у него с ним другой узел, который я ему передала, а сзади военный говорит, входит и говорит, вот вам подарок к 7 ноября. Вот так состоялось чудесное возвращение. Пережитые вместе горести еще больше их сблизили. Но Лилисань остался без партийного билета и без работы. Жил только на крошечную субсидию от МОПРа. Бывшего зэка никуда не хотели брать. В конце концов удалось вернуться в издательство в качестве переводчика. Но тут грянула война. Лилисань вместе со всеми рыл окопы под Москвой, переносил тяготы эвакуации. Лиза была рядом с ним. У них родилась дочь Инна. В мае 1945 года с дочкой на руках они смотрели из окна на салют Победы. А в последний день этого незабываемого года пришла еще одна радостная весть. Лилисань, который считал себя беспартийным, узнал о том, что на 7-м съезде КПК его снова избрали в члены Центрального комитета. Он начал готовиться к возвращению на родину. Я вообще, наверное, человек сильный духом. Я не выглядела такой удрученной. Конечно, мне было тяжело расставаться. И это, как говорится, на воде вилами писано. То ли я поеду туда, то ли нет. Это не зависит от него, а зависит от общей ситуации.